он чувствует то же, что и вы, или это ваша иллюзия? Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодняшний наш общий расклад Таро на отношения, в котором мы сравним ваши и его чувства и видение в этих отношениях. Для этого мы используем мужские и женские карты. И прежде чем мы начнем выяснять, он чувствует то же, что и вы, или это иллюзия, мы посмотрим ситуацию. Кто из какой ситуации пришел на расклад. Настраивайтесь на себя, на своего партнера, и мы посмотрим, что происходит, сравним чувства, возможно, мысли, возможно, планы с ситуацией, сравним ваши и его. Этот расклад Таро для мужчин и для женщин, поэтому мужская колода будет говорить за мужчин, а женская вот это за женщин. Давайте начнем с чего? С того, что у вас в отношениях. Так, у вас в отношениях рыцарь мечей. Во-первых, ситуация неоднозначная, то есть нельзя сказать, что у вас все хорошо и все плохо. У вас и хорошо, и плохо. Но на первом месте у вас конфликт, выяснение отношений. Кто просматривает магию, может быть рассорка. Имейте в виду, если вы подозреваете магию, то вот здесь вот именно вид магии рассорка будет. Но, значит, смотрите, вы в конфликте, который... надо решить. И чем быстрее вы его решите, тем будет лучше для вас обоих. Окей, вторая карта. Есть тройка кубков. То есть в вашем союзе может быть третье лицо, которое, как минимум, либо провоцирует конфликт, либо заинтересовано в конфликтах. Если третьего лица нет, и вы знаете, такое часто бывает, могут быть родители, может быть брат, сестра, может быть коллектив вокруг всего этого. Почему? Потому что кто-то из друзей, потому что здесь близнецы, а это окружение всегда. Потому кто-то из вашего окружения может быть причастен к вашим отношениям. То есть как бы опять третье лицо есть, да? Не обязательно соперник, соперница. Так, здесь есть десятка мечей. Сейчас кажется, что эти отношения закончились на данный момент. Вот она центральная прямо карта. И, возможно, у вас стоит вопрос, уйти или остаться. 10 и 3, 13 – это конец или пауза. И это выглядит сейчас как будто бы конец. Может быть, был сильный конфликт, из-за окружения, или из-за соперника, из-за соперницы, из-за ревности тоже может быть. И мужчина здесь, скорее всего, был инициатором этого всего. То есть мужчина себя повел резко. Может ли женщина резко повести? Да, но смотрите, тут больше мужская карта все-таки. Может быть, мужчину женщины, подталкивают к чему-то. Дальше. Здесь есть паж кубков. Паж кубков может говорить о том, что вы чувствуете, что это несерьезно. Что вы помиритесь. То есть вы надеетесь на то, что это обойдется как-то. Но питаете такую надежду. Есть у вас такое чувство или даже может быть иллюзия. И девятка кубков. Мужчина может быть закрылся, затихарился, забанил, выпивать начал по ресторанам, барам, под шофе, выпивший, вот такое. Но мужчина делает вид, что его все устраивает. Женщина тоже может делать вид, но мужчина больше доволен мужчиной. И выглядит, как будто бы эта ситуация мужчине на руку. Да, вот так. Хорошо. Первое. Начнем с мужчины. И мы посмотрим первую карту.
его планы на будущее. Его планы на будущее. И женщина. То есть вы, ваши планы на будущее. Ну, мужчины тоже могут гадать, поэтому сравнивайте. Ну, если у вас планы с картой расходятся, можете смотреть как совет, инсайт, подсказку. Или как такой внутренний инсайт, а что бы лучше было бы, да, или какой вариант дополнительный может быть. Итак, планы мужчины на будущее. И тут уже сравниваем, да, ваши планы, его планы, да, или ее планы. Его планы на будущее — быть самостоятельным, и если вы чувствуете, что он на вас магичит вдруг, то он будет продолжать это делать, продолжать магичить на вас. И если вы знали, что он манипулировал вами, и оно выглядело, да, как манипуляция, он будет продолжать вами манипулировать. Ваши планы или планы женщины. Здесь Верховная Жрица. Ваши планы, может быть, делать вид, что вас это не касается. Это первое. Вообще ничего не делать. Закрыть эти отношения. Видите, сколько вариантов. Точно так же магичить на него. Если он магичит на вас, то вы магичите на него. В ваших планах, как в планах мужчины, так и в планах женщины, может быть противостояние магии, если здесь есть магическое влияние, особенно рассорга. Поэтому планы его и ваши, в принципе, похожи, но звучат они по-разному. Но что у мужчины магические планы и планы реализации своей воли, активной позиции, что у женщины свои планы, противоположные его планам, с пассивной позиции женщины, согласны женской воле, согласны женской магии. То есть у него будет мужская магия, у вас будет женская магия. Сходятся ли ваши планы? И да, и нет. Почему? Потому что здесь карта близнецов, и да, и нет. Или не да, ни нет. А здесь карта родственных магических энергий. Каждый будет в планах преследовать свои интересы. Причем мужчина это будет делать активно, а женщина это будет делать незаметно, пассивно. Ну, тут можно было бы добавить еще планы соперника или соперницы. Раз уж у нас есть, ну, тут треугольник. Ну, давайте добавим уже, да, вот давайте уже так. Ну, кому это не актуально, может там дальше смотреть. Да? Хорошо. Планы соперника или соперницы. Или третьего лица. Но смотрите, соперник-соперница заинтересован в том, чтобы то, что происходит между вами, оно прекратилось. И здесь десятка мечей, поэтому видите, как все четко у нас. Да? Карты выпадают очень четко. Хорошо. Это понятно и это логично, да, то есть мы не берем прямо с потока какой-то интуитивный месседж, это просто логика работает здесь. Хорошо, дальше. Тройка кубков. Что сейчас чувствует мужчина по отношению к ситуации, ко всем, да, то есть к вам, к себе и к сопернице или к сопернику. Именно мужчина что чувствует относительно этой ситуации. Она ему нравится, не нравится, ну и вообще, да, что он чувствует. Ну, тут знаете как, его все устраивает. Это и вашим, и нашим. Даже, да, видите, часы символически ударили половину и вашим, и нашим. И здесь и вашим, и нашим. Знаете, мужчина как бы чувствует, что он в этой ситуации справится или справляется. То есть она его устраивает. Он может как бы и вам, и ей, условно говоря. Да? То есть у него хватает сил, у него хватает времени. То есть ему как бы, может быть, даже и действительно все равно. Да? То есть он делает вид, что его устраивает, и его это не волнует. Хорошо.
Как относится женщина, ну, если вы женщина, да, то есть ваше отношение к этой ситуации или видение. 9 кубков, да, вы тоже делаете вид, видите, вот у вас совпадают, да, как бы, ну, совпадает и маг у вас, и жрица, совпадает подача себя в этой ситуации, да, вы делаете вид, что ничего не происходит, да, вот так. Ну, вас, в принципе, эта ситуация пока может устраивать на данный момент, но не полностью, но где-то что-то все равно, какой-то плюс для вас все равно должен быть. Ну, может быть, вы уже умеете это принимать, может быть, вам тоже безразлично, да, вот так. Хорошо. А как относится соперник или соперница в этой ситуации, к этой ситуации? Ну, здесь карта пустоты и хаоса, да. О чем эта карта здесь, да? Эта карта говорит о том, что соперник, соперница непредсказуемо ведет в этой ситуации себя. То есть ее отношения мы предусмотреть не можем с вами. И карта нам их не открывает. Что он решил? Что мужчина решил? Его решение. Ну, давайте ваше решение по поводу этой ситуации. Его решение сейчас, 8 кубков, ему хочется уйти. Хорошо. То есть он решил уйти. Он справляется при этом, да? Ваше решение, 10 жезлов. Вам тяжело принять решение. И вы как бы надеетесь на продолжение. Ну, женщина здесь надеется на продолжение. Я не знаю, с какой стороны вы смотрите. Поэтому давайте смотреть. Если мужчина уходит, а женщина решает, ну, как бы продолжить эти отношения, даже с точки зрения 10 жезлов, это, ну, как бы кармический узел, кармическая отработка, то есть надо что-то доделать, да? Продолжать, но с трудом. Но если продолжать, то будет очень трудно, да? А вот решение по поводу этого соперницы, соперника. Радость. То есть и хорошо. Волнение, легкое волнение. То есть в предвкушении. То есть если мужчина уйдет, а женщина как бы будет, ну, реагировать на это подавленно, да, это подавление, карта 10 жезлов, или примет это как судьбу, то выиграет от этого соперник-соперница. Третье лицо выигрывает от вашей ситуации в отношениях. Да, вот так. Ну, особенно если есть рассорка. Это понятное дело. Хорошо. Вот пажи кубков. Его чувства к вам. Да, и ваши чувства к нему. Что он чувствует к вам? Что он чувствует к вам? Что вы чувствуете к нему? Ну и давайте так. Что получает в результате соперница, да? Или соперник, третье лицо? Его чувства к вам. А вот видите, как симметрично. Здесь 10 жезлов и здесь 10 жезлов. Он чувствует, что как бы ваши отношения подходят к концу, но связь с вами как будто бы есть, и она теплая. То есть он чувствует, что ему тяжело с вами продолжать эти отношения. Но это может быть вызвано вот этими всеми третьими лицами. Может быть. Надо проверять. Ваши чувства к нему, рыцарь пентаклей. Вы чувствуете, что этот мужчина, видите, на него выпадает, дан вам судьбой. Это кармическая карта, карта кармической отработки. Она близка к этой 10 жезлов. И вы можете чувствовать, что вы здесь не как родственные души отрабатываете, а больше как пламенные близнецы. То есть вы чувствуете, что это ваш человек, но вам с ним будет нелегко дальше. Слышите? То есть вы чувствуете одинаково? Да.
иллюзия этих чувств? Нет, это не иллюзия. Ну и смотрите, что в результате получает. Получает выгоду здесь третье лицо, ну, как идет, знаете, по вот этим двум картам. То есть, чем больше нестабильность у вас в отношениях, тем больше дивиденды, тем больше выгоды и прибыли, да, как бы получает, ну, соперник, соперница, третье лицо. Это карта продолжения работы, поэтому в вашей ситуации, если есть соперник, соперница и рассорка, то это будет усиливаться постоянно. И вам надо укреплять защиту свою, десятка жезлов, и защиту партнера. Защиту, почему я говорю именно защиту? На вас идет давление, на него и на вас. Десятка мечей, рассорка. А вот защитник, вот она, да, вот эта пентаграмма света, вот она пентаграмма, и под ней даже 8 пентаграмм, 8 пентаклей. Поэтому вам даже, вот если чем защищать отношения, то есть это руна соло, пентаграмма света, вот так вот. Света, пентаграмма. Хорошо, девятка кубков. Ему с вами комфортно, так же, как и вам. Ему с вами комфортно, так же, как и вам. Ну, здесь просто на соперника положим карту. Это просто карта соперника, посмотрим, без вопроса. Отшельник. Ну, это просто о кармических отношениях. Отшельник – это всегда карма. Ну, комфортно ли здесь ему? Отшельнику может быть комфортно в дискомфорте. Я скажу, что да, это в целом, как бы ему не было, плохо или хорошо, ему все равно комфортно с вами. И даже если между вами там какая-то ссора, все равно ему комфортно с вами. Хорошо. Вам с ним комфортно? Двойка мечей. Вы зависимы. Вам не очень с ним комфортно. Вам с ним необычно, непривычно, непонятно. Может быть, где-то стрёмно, да, не то, что страшно, а как-то вот непонятно, неоднозначно. То есть можно сказать и да, и нет, вот так. Или ни да, ни нет. Но вообще эта карта больше говорит нет. Но она такая, знаете, здесь же жрица, пассивность, да. Может быть ни да, ни нет. Или и да, и нет одновременно, да, вот такое, неоднозначно. На соперницу или соперника падает конфликт. То есть то, что я говорил, этот человек, если он заинтересован, он будет все делать, чтобы испортить эти отношения. Хорошо. Его действия в ближайшем будущем и ваша реакция, как вам желательно отреагировать на это. Его действия, ваша реакция. Четверка кубков, он будет делать вид, что никого не замечает, будет вас игнорить. Вот. Будет обижаться и может манипулировать этой обидой. Там, позвонить и сказать, ты меня обидела. Или написать, ты меня обидела. Или там, писать какие-то неоднозначные месседжи, да, то есть не всегда понятные вам, да, вот такие, или какие-то чрезмерно эмоциональные месседжи, да, ну как бы, чтобы вас задеть, то есть тут у него же маг, да, то есть манипулировать будет продолжать. Ваша реакция, можете подыгрывать ему, делать вид, что вы волнуетесь, как вам реагировать. Показывать, что вы волнуетесь, показывать, что вам это неинтересно. Вам игнорить его вот эти зацепки не стоит. То есть на них надо эмоционально реагировать. Хорошо, давайте тогда посмотрим вопросы следующего характера, отсюда выходящие. Это конец или пауза? Что вам вот в первую очередь надо делать? Что не делать? Делать, не делать и чем сердце успокоится? Итак, это конец или пауза? Но сейчас это выглядит как конец. Ну вообще все-таки, а в будущем, да, вот конец это или пауза? Ну тут зависит все от того, как женщина будет
контролировать свою энергию, женскую свою магию, свою силу, свои ресурсы. Ну, давайте я так скажу. Многое зависит от вас, особенно если вы Овен, Лев или Стрелец. Или если вы там, с точки зрения магии и женской силы, готовы там соперничать и так далее. Да? Многое зависит от вас. Что вам делать, не делать, да? Что делать в этой ситуации? Вам нужно держаться за свое, не отдавать свое. Придержать, может быть, где-то то, что вы хотели отдать, да, то есть не торопиться, эта карта неторопливая, и преследовать свою цель, но своего не отдавать, да, как-то так. Что не делать? Не глупить, не отдавать ситуацию на волю случая, не терять управление, да, не терять руль, да, рулевое колесо, не выпускать штурвал и не относиться к ситуации поверхностно, да, то есть сквозь пальцы или спустя рукава, как говорится. То есть не превращать ситуацию в что-то незначимое. Эта ситуация действительно серьезная у вас. Чем сердце успокоится? Сердце успокоится борьбой, пониманием и мужчиной. Поэтому не все потеряно, и особенно если мужчина здесь воздушной стихии, особенно близнец, водолей и весы, у вас впереди еще может быть и борьба, и соперничество, и выяснение отношений, и различного рода магические стычки. В общем, запасаемся попкорном. Король пиковый, король воздуха или король мечей. Борьба и отстаивание своей позиции на полном серьезе ждет вас в ближайшем будущем. Когда это может завершиться? В любое время, но по последнему периоду у вас Водолей, а это где-то период февраля. Еще много времени. Оставайтесь на связи и услышимся. Все будет хорошо. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.